Друзья, рады приветствовать на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Из нашего туманного Мариуполя. У нас, конечно, еще снега немножко, вы видите, осталось. Но уже плюсовая температура. Сегодня у нас плюс 4 градуса. И сегодняшнее видео мы начинаем с западного микрорайона. Сейчас мы находимся на улице 60 лет СССР. Впереди меня бульвар Шевченко. И чего мы сюда приехали? Здесь очень знаменитый в нашем городе рынок «Космос». И вот мы сегодня с Димой хотим прогуляться по рынку «Космос». Может быть, сделать какие-то покупки. И приглашаю вас вместе с нами пройтись и прогуляться по рынку. Ну, конечно же, кроме рынка мы еще посмотрим, что здесь нового на западном микрорайоне. Потому что мы здесь уже очень давно с Димой не были, просто очень давно. Подходим мы уже ближе к рынку. Здесь магазинов очень много, здесь очень много торговых рядов. И посмотрите, вот в продолжение мы как-то говорили в своем видео, что очень много магазинов украшает свои витрины. И здесь, посмотрите, как оригинально украсили свой магазин цветочный. Здесь очень многолюдно. И, кстати, у нас в комментариях буквально вот недавно спрашивали улица Урицкого. Как вам улица Урицкого? Ну, возможно, кто-то хочет переехать жить, может, кто-то хочет купить квартиру здесь. Но я скажу, улица Урицкого, это параллельно идет бульвара Шевченко. Да, довольно-таки оживленная, довольно, приличное, хорошее место. Ой, Дим, посмотри, сколько сала, мяса. Да, колбаски вкусные, наверное. Ну, пахнет хорошо, пахнет. Здесь есть все на рынке. Помимо продуктов, тут есть и сладости, и там домашние какие-то, и мясо, и колбасы, и молочка. Ну, все. Вот люди с близлежащих сел везут свою продукцию и здесь продают. Судак 350. И у нас, не знаю. Форелька какая, да? Я скажу, так пахнет. Тут весь ассортимент. И овощи, и фрукты, и цитрусовые, и мясо. Я говорю, пришел за хлебушком, а купил все, что угодно. Вплоть до верхней одежды. Здесь довольно много, ассортимент очень большой. Вот такую рыбешку. Ой, глянь, там вообще живые, Дим, посмотри. 350. Как называется эта рыба? Дима, карпы? Карпа, да. Точно. А какой цены карпы? 400. Ну, живые, да? Да. 400 рублей живые карпы. А карась? Только караси? Да. А караси в какой цене? 200 рублей. Ну, караси такие хорошие. Такие здоровые, да, по-моему, как Огромные, икряные. икряные, да. О, мяско, Дим. Давай свежая, села, свининка. У нас, кстати, в регионе самое вкусное мясо. А в какую цену мясо, скажите? Мякоть. 400 рублей, ну, нормальная цена. Друзья, пишите, у кого какие цены. Но это вот домашнее именно мясо, оно, может быть, на рынке будет чуть дороже, чем в обычном магазине. Но я скажу, оно реально вкусней. Друзья, в каждом городе есть свой символ. И вот у меня за спиной это символ Мариуполя, наверное. Многие мариупольцы знают. Это дядя Вова. Он такой весельчак, который ходит постоянно по улицам, веселит людей, одевается в какие-то наряды свои. Все, друзья, закончились торговые ряды в плане того, что выносной такой торговли. И дальше начинаются уже павильоны, магазинчики. Почему называется «Космос»? А потому что вот он у нас впереди торговый комплекс под названием «Космос». Ну и все это место, именно где торгуют и там с машин люди, все так и назвали рынок «Космос». Довольно-таки многолюдное место, магазинчики все различные. Классно, чебурашка. Заходим мы вовнутрь.
Здесь можно и сладости купить, и какую-то и обувь, и одежду, и, ну, я же говорю, обычные торговые ряды, обычный рынок. Вот и все. Все, закончилось, да? Да, может, в ту сторону, не знаю. А, в ту сторону есть еще. Чем славится наш Мариуполь? Конечно же, бычками. А пеленга Азовский сколько? бычок. 300. А дальше мы доходим уже до мясных рядов. Я скажу, тут довольно-таки много мяска. Мы уже с Димой прошлись. Мякоть 450. Здесь, кстати, можно и карточкой расплатиться. А еще, пока мы ходили по рядам, видели камеру. Женщина подошла к нам. Но, оказывается, это администратор рынка. Такую информацию сказала, что стараются сейчас всех, кто торгует на рядах, вот стихийные ряды, стараются всех переместить именно на торговые ряды, вот крытые торговые ряды, то есть торговый комплекс. Решили мы тоже купить рыбку, пеленгаса. Насколько получился? Так, ну 480 рублей. 480 рублей. Ну, большой такой пеленгасик. Да, да. Блогеры? Да. Вы нас узнали, да? Нет, не узнала, просто думаю, По раз камере. снимаете, да, рассказываете, то по идее, сейчас чек. Спасибо. Ого. Пожалуйста, приятно. Спасибо. До свидания. Друзья, вот такой вот почти на 2 килограмма пеленгасик. Ну, его не видно, он тут в 2 пакетах. Так что будет сегодня у нас на ужин рыбка. Друзья, закончился у нас дома мед с Димой. И мы решили купить мед. Натуральный. А скажите, что тут? Это май с июньскими цветами. Шалфей, чебре, душиця, рыба. Ну, очень вкусный, я уже попробовала. Баночка это стоит 3000. Я считаю, Натуральный. ценность меда в натуральности. А не закрывайте. Я так не... Еще один. Так вот страховка. Так что мы решили скупиться хорошо на рынке. Рыбу взяли уже, мед взяли, еще мясо надо. Палатка, Андрей, домашним, Мясо? да, слева там. Вот ты палатки начинаешь, и там мясо, там натуральное мясо, и домашнее мясо. Ну так вот, придешь на рынок, и тебе скажут, где надо купить. Все, спасибо, держите. И буквально в пешей доступности от рынка «Космос» развернулось здесь строительство, прям стройгородок. Из вот таких вот новостроек. Это ипотечное жилье. Это будет называться ЖК «Кленовая аллея». У нас, друзья, сегодня такой туман. Мы хотели показать вам, как вообще, какая масштабная здесь стройка идет. Потому что она буквально вот-вот у меня за спиной. Но мы хотим подойти вот к одному дому, на котором уже есть облицовка. И посмотреть ближе его. Здесь настолько близко возле этих новостроек расположены ограждения, что можно подойти и посмотреть, как сам процесс строительства идет. Ну, вот как в данный момент мы наблюдаем это утепление дома, рабочий процесс в самом разгаре. На баннерах представлено, как будет выглядеть этот жилой комплекс. Здесь 5 домов будет. Дима тоже наблюдает за рабочим процессом, а также снимает и на YouTube-канал, и на Telegram-каналы свои. Так что, друзья, подписываемся. Все ссылочки в описании под видео, в описании канала. Вот такой вот огромный строительный городок. Люди тоже приходят и наблюдают, как идет вообще процесс строительства. Жалко, конечно, что у нас сегодня такой туман, и нет возможности показать вам, как сдалека это будет выглядеть масштабно. Друзья, дальше мы приехали на улицу Урицкого. Сейчас заходим в один из дворов.
И нам тут встречается техника, которая именно в дворовой территории, дворовые улицы и чистит снег. У нас сейчас, как я говорила, уже плюсовая температура, он тает и довольно так некомфортно ходить и ездить машинам по дороге. Вот трактор. Почему именно мы оказались здесь? 3 года или даже уже, наверное, нет, в 23-м году сдали новые дома. Они красивые, такие бело-сиреневом цвете. И я ни разу еще здесь не была. Вот честное слово, ни разу не была. И мне вот захотелось, коль мы уже в этом месте, захотелось прийти на них, посмотреть поближе, как обжился этот микрорайончик и эти новые дома. И вот впереди нас эти дома. Из-за такого тумана сильного ничего не видно. Ну и вот они, друзья, эти дома по правой, по левой стороне от меня, такие бело-сиреневые, уже довольно-таки обжитые дома. Строила та же компания, как вот у нас на Восточном, как мы вам показывали уже, ЖК «Волна». Они точно такие, абсолютно идентичные дома, только вместо сиреневого сине-голубые. Строительная компания «Выбор». Это компенсационные дома. Здесь получали квартиры люди, которые утратили свое жилье в ходе боевых действий. 2 9-этажных дома. Здесь и детская площадка есть, и парковочные зоны есть. Хороший райончик. И вот вы спрашивали, улица Урицкого. Вот вам улица Урицкого тоже. Очень красиво смотрится. Да, только единственное, люди балконы как-то, видишь, затеняющей сеткой сделали. Как-то не очень симпатично смотрится. А так все хорошо. И детская площадка, все целенькое, все на месте, как говорится. И лавочки возле подъездов. Ну что, дальше идем гулять по улице Урицкого, потому что на Урицкого здесь тоже очень оживленно. Здесь и транспортная развязка очень хорошая. И здесь и восстановленные школы красивые сделали, детский садик. Давайте пройдем немножко ближе, посмотрим. Буквально в пешей доступности от этих новостроек, от этого жилого комплекса находится рыночек. Это пересечение улицы Урицкого и улицы 60 лет СССР. Довольно, как я говорю, оживленная. Здесь и торговля развита. Очень много и торговых рядов, и магазинов всеразличных, и всеразличных маркетов, и салонов красоты, и цветочных. Тут есть все, абсолютно все, что нужно для жизни, как говорится. Тут очень много всего настроили. Мы здесь, Дима, давно не были. Буквально зашли мы за дом, в дворовую часть. И интересное такое наблюдение. Посмотрите, возле бордюра установлены вот такие вот полусферы. Наше предположение, для чего они нужны? Дима, ты как автомобилист, скажи, для чего нужны эти полусферы, как ты думаешь? Чтобы возле тротуара как раз здесь не парковались. Просто чтобы вообще здесь не парковали, чтобы здесь свободно было машине проехать. А парковочная зона немножко в стороне. И, кстати, я смотрю, здесь, наверное, было благоустройство двора, потому что и новые горки, и новые такие с навесом такие как павильончики. О, местные собачки. Качельки. Да, ух ты, качеля. О, глянь. Хорошо сделали. Также здесь охрана вот есть. У них будки есть. У нас, кстати, в телеграм-каналах, в местных мариупольских телеграм-каналах очень такая борьба идет с животными, с бездомными животными, потому что у нас их в городе, мы уже не раз это говорили в своих видео, очень много, просто очень много. У нас нет приюта в Мариуполе. Единственное, что у нас было чипирование, стерилизация собак. Как отчитали, что было простерилизовано 700 собак, а у нас их, якобы по статистике насчитывается порядка 10 тысяч собак. Кто-то говорит цифру 12 тысяч. И очень много сейчас таких случаев, участились случаи, что покусанные люди кусают эти голодные животные, кусают людей. Даже стаями так нападают. И не только взрослых, но и детей. С этим нужно бороться. И подошли мы уже к школе. Как я говорила, что здесь, на западном микрорайоне, восстановлены детские сады, детские школьные учреждения.
Посмотрите, какая яркая, красивая 53-я школа. Я надеюсь, видно из-за нашего тумана эти яркие цвета. Все, естественно, огорожено забором. Ну, просто так обычным зрителям, как я говорю, как мы вот, ну, подойти к школьному заведению нельзя, потому что здесь все охраняется, все, ну, территории школьного и дошкольного учреждения. Ну, довольно-таки очень красиво и радует глаз. Идем мы, получается, понад школой, ну, то есть по периметру школы. И с левой стороны от меня дворовая часть, как я говорила, что благоустроенная зона уже. Здесь и баскетбольная площадка есть, а также несколько турников, я смотрю, есть. Ну, хорошо сделали, молодцы, хорошо. Да, волейбол, баскетбол, все можно. Даже лавочки для болельщиков есть. Да, с навесами. Школа красивая, яркая такая. Особенно, когда тумана нет, и вообще видно. Бог знает откуда такую красоту. А идем мы еще к детскому садику. Он тоже отремонтированный, тоже яркий и красивый. Благоустроили дворы так, что даже вот мусорные контейнеры, они огорожены этой решеткой, ну, чтобы от мародеров, чтобы они не ломали. Все на ключик закрывается. То есть, когда приезжает машина для вывоза мусора, открывают и вытаскивают оттуда, вывозят контейнеры. Молодцы, продуманно сделано. Подходим мы практически уже к детскому садику, и тут своя есть охрана возле дома. И буквально возле этой яркой школы и еще одно яркое заведение – это детский сад под названием «Радуга». Почему такой яркий? Сад номер 21. Посмотрите, здесь даже стоит направление ветра. Я не знаю, как это правильно называется. Вон, видишь, какой у нас ветер сегодня дует. Ветер небольшой, но ветер восточный. У нас вот с правой стороны, если стоять лицом к этому зданию, у нас там восток, там запад, там север, там юг. У нас получается восточный ветер. Но это те ветра, которые преобладают больше в Мариуполе. Очень красиво. Посмотри, как сделаны эти детские площадки. Ну вот наподобие, как мы были с тобой у нас на Ленинградском, да, тоже вот такие зеленые павильоны и такие тоже желто-зеленые детские зоны. Очень красиво сделали, молодцы. Садик рабочий, сюда ходят детки. Идем мы с Димой еще к одному детскому дошкольному учреждению, детскому саду. Это та же улица Урицкого номер 110. И смотрю, здесь еще продолжается ремонт фасадов. Те фасады, которые выходят, сторона дома, которая выходит непосредственно на проезжую часть, она уже отремонтирована. И теперь делают ремонт фасад здания именно со стороны двора. Еще висят эти строительные люльки. И вот, друзья, здесь тоже во дворе есть яркий детский сад. Здесь немножко другая цветовая гамма. Здесь больше преобладают такие сине-голубые. Сейчас подойдем ближе. Почему такая цветовая гамма? Сине-голубая, бирюзовая у этого детского сада. Детский сад, кстати, номер 148, потому что называется детский садик «Ручеек». Тоже такие же зеленые павильоны для деток. Это садик рабочий. То есть детки сюда ходят в детский сад. Ой, какие тоже яркие игровые зоны. У нас где-то еще лежит снег, где-то уже растаял. Посмотри, как красиво. Ну, такой зеленый здесь. Много всяких и кустарников, и деревьев, и елок стоит. Красивый детский сад. Молодцы, очень яркие делают. Такие вот, ну, для детей, я думаю, здесь приятно находиться. Что, друзья, у нас такая сегодня с вами была прогулка по западному микрорайону. Немножко мы вас познакомили еще с одним районом Мариуполя. У нас сейчас еще задача посетить вот этот магазин, который у меня за спиной. Магазин такой же самый, это сетевой магазин, такой же самый, как на Ленинградском, наш любимый магазинчик. А на этом мы будем с вами прощаться, заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.